Да. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня я для вас подготовила свою юбочку, которая вот в процессе создания. Юбка в стиле бохо из денима. Первая примерка, вы видите на булавочках, еще тут не обработанные нужным образом швы, хотя болтаются ниточки, но они и будут болтаться, обтрепаются в нужных местах, потому что я планирую делать швы в накладку с обработкой распашивалкой, чтобы оставались обтрепыши. Деним я использую и лицо, и изнанку, можно сказать, он двухсторонний. В основе этой юбки у нас солнце, и это солнце входит в кокетку. Солнце я расчертила. Здесь у меня такая геометрия, она проста. Вы поймете сейчас на чертеже, на схеме. Но когда мы это все смотрим в изделии, то получается очень даже интересно. У меня был заказ, юбка сочетание меха и шотландки. И все это на основе солнца в стиле бохо. И вот, чтобы прочувствовать эту идею, я начала макетировать в катоне. Ну и вот, что у меня получилось. У меня получилась вполне красивая юбка, поэтому макет перешел в серьезное законченное изделие, которое мы с вами увидим после того, как я все разберу и покажу вам свою схему на столе. Ну и буду с вами прощаться уже в новой готовой юбке. И вы все рассмотрите. Ну а сейчас мы с вами разберемся с деталями, с нюансами, с рисунком на солнце на столе. Пожалуйста. Перед вами схема выкройки моей юбки. Вы видите солнце, которое я разбила на детали вот такой схемой, такой геометрией. И кокетка перед и спинка, верх моей юбки. По солнцу у меня проходит ось, она проходит по виртуальному боковому шву. Ну, вот это конкретно точки, в которые входит наша кокетка. Вот здесь вот места сопряжения боковых швов кокетки с нашей юбкой, с нашим солнцем. Ну и угол по переду, сюда входит угол переда кокетки. Вы видите перед и спинка и детали, которые показаны другим цветом, они и на юбке также в другом цвете решены. Это более темная сторона катона, а это светлая изнаночная сторона катона использована. Вот эти клюшки. Они выкраиваются по долевой. Основной нюанс раскроя то, что наши детали, вот эти клюшки, они и также вот эти детали, две, и эти детали, они выкраиваются все в один слой, так как они не симметричные, они одинаковые, но выкраиваются в одном направлении. Все размеры указаны. Это диаметр показан низа нашей кокетки. Линия эта проходит по бедрам. Это объем бедер. В данном случае вы видите солнце. Но если вам вдруг захочется эту юбку сделать менее объемной, или же она будет представлена с более плотных материалов, ну как у меня, к примеру, в ателье изготавливалась юбка из меха. Мех в сочетании с твидом в клетку. И вот мне показалось, когда я это все покроила, что объема много.
и захотелось его уменьшить. Так вот, как я это делала? У меня есть мой бок, вот один и второй, и этот участок приблизительно вот в районе бока я делю на два одинаковых отрезка. Ну и соответственно с этой стороны также вот разделила на два отрезка. И у меня есть вот этот уголочек, который свисает. И мне нужно схлопнуть объем. Вот я могу на вот этот уголочек его как раз и схлопнуть. То есть я задвигаю форму, и эта точка переходит вот в эту точку. А соответственно это в эту. И здесь мне нужно под прямым углом вот так уменьшить объем. Ну и соответственно вот этот вот участочек зайдет вот в этот угол. И с этой стороны мы также можем приблизительно вот убрать вот такой сектор. Вот мы схлопнули. То есть в этом месте, это как раз на боку, у нас две больших фалды уходят. Соответственно, с этой стороны мы проделываем подобную манипуляцию. Это то, что безболезненно мы можем убрать. И у нас получается такой же силуэт юбки, но только немножко аккуратнее. Далее я сейчас вам покажу, в каком месте у меня карман расположен. Вот здесь вот мой бок, и отступаем по этой линии, и вот тут вот у меня располагается мой карман. Вот так. Он входит вот в этот шов, а здесь в накладочку настрачивается распашивалкой. Вы увидели схему. В принципе, все достаточно понятно на рисунке. Сейчас я вам покажу на изделии, в частности, мой карман. Как я и говорила, что юбку планирую всю сшить на распашивалке декоративными швами в накладочку. И вот как раз вы видите, как моя юбка обработана. Мне хотелось, чтобы были вот эти вот ниточки, обтрепыши. Сейчас как раз я ее закончила, и вот буду носить, и в процессе носки дополнительно она еще немножко обтрепается. И я потом ножничками в нужных местах я эти ниточки пообрезаю. Ну, а где-то они останутся. И уже доведу, дооформляю все швы. А вот карманчик с подворотиком, вот подвернуто и отстрочено. Точно так и верх юбочки. То есть он заворачивается, а потом в накладочку настрачивается полосочка, в которую вдевается резинка. То есть такая широкая кулиска. Карман заведен в этот шов, а здесь он на вылет, в накладку настрочен сверху. Вот вы видите, это клюшечка, которая в другом цвете. Под прямым углом вшивается деталь переда. И угол, который выходит, вот я как раз вам показывала, что объем можно вот за счет этой ширины убрать, задвинув этот участок в самый угол. Ну вот, изнутри дается чуть больше припуск, несмотря на то, что швы достаточно широкие, но чтобы оно не вытрепалось, не разлезлось, я не стала убирать припуск, вот он на изнаночке остался. Катончик это не стречевый, чуть-чуть он пружинит, но качество хорошее. Тоненькая, легкая юбка. Хотя, в общем-то, юбка вне сезона. Хорошо летом под маечки и зимой под свитера. Вот вы видите боковой шов. Он четко переходит в шов прямоугольника. Вот этой моей прямоугольной детали.
Вот прямоугольная деталь с одной стороны и деталь с другой стороны. Ну и уголок нашей кокеточки. Если вы соединяете две разных ткани, то можно вот перед и спинку долевую располагать вот таким образом. Вот у меня на мехе долевая расположена, вот это как раз участки из искусственного меха, и вот я направление меха вот таким образом разложила. И несмотря на то, что эта юбка поместилась в квадрат 1,5 на 1,5 и плюс кокетка 30 сантиметров, то есть расход на юбку 1,80 м, но когда я делала ее из меха, то была более экономная раскладка ввиду того, что эти детали выложились одна за другой и выложились прямоугольнички сбоку, то есть оно все немножко схлопнулось. Конкретно в этой юбке мне захотелось отойти от типовых решений разбивки на клинья. Захотелось чего-то свежего, легкого, необычного, но в то же время простого. То есть у меня получаются все детали, вот две детали одинаковых, эти детали одинаковые и эти детали. То есть есть закономерность. И она вносит динамику, вносит необычность. То есть при простоте схемы получилась очень сложная картинка изделия. Такой закономерный хаос. Размеры даны без припусков на швы, поэтому вы дополнительно раздвигаете и даете припуски. Здесь размеры кокетки и диаметра вот этой окружности все дано на мой 54 размер, но вы без труда можете или же уменьшить, или же немножко расширить. Дырочку можно подвязывать под ваши бедра. Начинайте с меньшего, а больше сделать всегда просто. Так как ткань может иметь разную растяжимость, поэтому это вы уже без труда подкорректируете на примерке. Юбка простая, но очень оригинальная. Она мне нравится. Эта юбка быстро придумалась, быстро пошилась, ну и быстро отсняли. Поэтому вперед, дерзайте, как раз время ее носить. Друзья, мы с вами рассмотрели подробно все на столе. Теперь вы можете лицезреть мою юбку на мне. Вот она получилась, я довольна, на работе сегодня получаю комплименты. И отводя ребенка в школу, ловила на себе любопытные взгляды мамочек. Поэтому юбка шикарная, я довольна результатом, стильная, оригинальная, в стиле бохо от Владанны. Здесь сделаны декоративные швы на распашивалке, но подобного эффекта можно добиться и на бытовой машинке, поработав с декоративными швами-отстрочками. Вот мой карман, как он смотрится. Здесь главный нюанс размещения вот этого прямоугольника. Линия его должна переходить в бок. Вы видите боковые швы на кокетке, и их соединение с юбкой имеют большое значение, потому что наша юбка, вот она таким образом должна выходить на правую ножку. Вот эта деталь. Вот вид сзади. Юбочка у меня на резиночке в силу моих предпочтений. Вы можете разместить в боку молнию без резинки, на плотном жестком поясе. Это уже как вам индивидуально захочется. Возможность уменьшить в объеме нашу юбку я показала на столе. То есть, кто любит более аккуратный силуэт подобной модели, то это возможно. И я все подробно показала. Под юбку хорошо подходит укороченный верх, вот как вариант на манекене, подобный жилет. Вы его можете по ссылочке посмотреть в моих предыдущих видео.
я давала обзор. Ну и или же курточки, косухи, что-то короткое, что даст возможность нашей интересной юбке выигрышно звучать и смотреться. Я надеюсь, вам понравилась моя шикарная юбка. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, творите, дерзайте. До скорых встреч на моем модном канале. Всего вам доброго!